Всем привет, и с вами снова я, Андрей Борисевич, на канале об авиации. Мы вчера с ребятами ходили в баню с моей небольшой съемочной группой и как раз в процессе обсуждали, а куда можно было бы сгонять на рыбалку. Обсуждались разные варианты, поехать на машине туда, поехать сюда, и я подумал, а зачем ехать на машине, когда у нас есть самолет? И мой любимый Key West, на котором потенциально, наверное, есть рыбалка. Сам я не рыбак, поэтому я не в курсе. Но ребят есть удочки, они профессионалы, поэтому мы решили сегодня взять самолет Piper Meridian и на самолете сгонять просто на Key West. Заодно мы решили, что это прекрасная возможность подснять выпуск про Piper Meridian, сделать на него обзор, рассказать вам про характеристики. А самим полетом мы продемонстрируем, зачем вообще нужно владеть самолетом. Сколько это стоит, сколько времени это занимает, насколько это сложно или просто. И, может быть, кто-то из вас станет потенциальным будущим владельцем своего собственного самолета, который дает свободу. Как минимум, свободу в перемещениях. Оставайтесь на канале. Скоро будет много интересного видео про Piper Meridian 2010 года и про путешествия на самолетах. Обожаю свою летную жизнь. Хоть, конечно, приходится очень мало спать и очень много летать. И вся жизнь проходит вообще вне дома, вне социума, вне каких-то встреч, вне какого-то нерабочего общения. Вся моя жизнь происходит на аэродроме. Но это круто. Вчера я летал на вертолете, сам кайфовал. Но еще я приперся в Стюарт. Приперся в Стюарт я для того, чтобы посмотреть самолет. Уже второй раз для своего покупателя из Европы. Это Piper Meridian 2010 года. Задача заключается в том, чтобы слетать демо-полет с пилотом, посмотреть характеристики самолета в реальной жизни, убедиться, что все соответствует цифрам, заявленным в паспорте. Ну и, собственно, записать видео для заказчика, поскольку этот клиент, как и большинство моих клиентов, приобретает город вслепую, основываясь только на моем мнении, только на моих впечатлениях и моих рекомендациях. Собственно, пока что меня еще ничего не подводило. За десятки проданных бортов мне не стыдно. Ну вот я и прошел чекаут с инструктором на самолете Piper Meridian. Чат его сейчас заправляет. И сейчас будет мой первый самостоятельный вылет. Рома, надеюсь, ты не смотришь этот ролик, как я летаю на твоем самолете, да? Ты же не смотришь? Ну что, дорогие друзья, начинаем наше путешествие на самолете Piper Meridian. Сегодня мой первый самостоятельный вылет на этом самолете. Я налетал целых часа полтора на нем. Вот, и сейчас я готовлюсь перегнать его из Пампана в Fort Lauderdale Executive. Немножко нервничаю, потому что на самолете такого класса я еще ни разу не летал с двигателем PT6, но ничего нового в турбированном двигателе, в турбинном двигателе я для себя не вижу, поэтому я смело решился на этот перелет. Как он пройдет, скоро узнаем. Топливо 540 полностью на борту. Okay, beta heat switch on and off. Totalizer is done.
taxi light as required, and if not required, cabin climate control. Вводим плавненько обороты. Торг 500, 600. Торг должен быть не больше, чем 1300. Очень легкий. 1300 set. Airspeed alive. Positive rate of climb and gear up. 825 X-ray, 10 miles northwest, inbound to full stop with Papa. И мы летим над побережьем Майами. На новеньком самолетике, жаль, что не моем. Попробуем инструмент approach сделать. Окей, будем программировать наш автопилот. Где мои процедуры? Незнакомые, короче. Procedures. Вверх надо нажать Direct to. Мы летим в FXC. K, F, X, and E. Enter. Activate. Дальше мы будем делать процедуру Select Approach, Enter, LS Runway 9, Vectors. Минимум будет у нас на 200, обычно 220. 220 минимум. Мы можем его сразу же Activate, потому что мы уже... Activate Approach. Окей. Где мои NAVs? NAVs у меня уже стоит 111.1. Green Data Localizer уже стоит. Выставлено. Останется только нажать кнопочку прочь. Вот она у нас. И зайти на посадку и сесть. That's it. Windshield defrost. Long windshield. Heat defog. Power level desired. Altimeter set. Cabin pressure altitude set. Cabin rate set. Cabin climate control set. Altimeter set. Pressurization set. Fuel pumps and ignitions to manual. It is on. Fuel quantity check. More than enough. Seats adjusted. Armrest stowed. Belts. Harness. Landing gear and flaps. Okay, check. Посмотрим, как эта штука летает в автоматическом режиме. В ручном я уже налетался. Выходим на heading 110 и втыкаем кнопку Approach. И мы clear to approach. That's it. Equalizer and glide slope у нас white. Все выставлено. Что мне нужно сделать, это перед бэксом выйти с закрылками 20, поэтому мы делаем сейчас закрылки 10. До бэкса у меня остается еще 2 мили, поэтому я уже сейчас сделаю gear down. Поехали на Tower. Approach активизировался, локалайзер captured, looking good. Approach загорелся, все работает как положено. Закрылки 20. 3 green, крылки 20, скорость 100. Будем держать ее 100. Glide speed alive. Окей. Fuel pumps on, ignitions manual. Speed heat on, landing glide on. Checklist completed. Looking good, looking good.
Самолет полностью сконфигурирован для посадки. Мы находимся на прямой. Вот перед нами полоса 9. Полностью на автопилоте. Режим approach включен, локалайзер и glide slope. То есть мы сейчас полностью летим на автопилоте по инструментальному заходу ILS. Instrument Landing System. То есть самолет позволяет выполнять посадку до минимума. Минимум у нас 220 футов. Если я его не отключу, он и дальше будет заходить абсолютно нормально. В этом нет никаких сомнений. Окей, подходим к 1000 футов, полоса inside, поэтому я могу выпустить full flaps. Закрылки 36, 3 зеленых горят. Самолет продолжает спокойно заходить. Включаем автомобиль. Turn to the north and 100 clear lands for Papa Kilo. Make a left traffic, continue down to our club base. Я включил реверс пропеллера. 72 Juliet, right turn to golf count. Вот мы и прилетели. Первый самостоятельный полет на самолете Piper Meridian совершен успешно. И я запарковался у Беннина и пойду завтракать своими любимыми яйцами Бенедикт. Всем хорошего дня. Скоро вы увидите обзор этого прекрасного самолета Piper Meridian на канале Андрея Борисевича об авиации. Stay tuned. Отличный самолет, реально, я прям кайфанул. Столько удовольствия. Что тебе нравится больше, вертолет или самолет? Если мне надо вот с пацанами прилететь, подсесть на полянку, то я, конечно, выберу вертолет. Имея вертолет, жизнь становится гораздо веселее. Можно гонять где угодно, как угодно и когда угодно. Границ здесь не существует. Какая рыба! Рыба моя. Так, но я не вижу нашего самолета. Сейчас идея с рыбалкой может накрыться медным тазом. Главное, чтобы его не угнали, а то покупатель расстроится. А эта Honda вообще летает или она всегда здесь стоит? Вот это вот Да. летает, видишь, даже вещи рядом с ней стоят. Или ты думаешь, что они как мы, с удочками по аэродрому ходим туда-сюда, типа снимаем, типа как мы полетели на Кей-Вест, но на самом деле мы никуда не летим. Ведем блог про успешную жизнь. Да. Это знаешь, мы, наверное, сейчас как инстаграм-дивы, которые снимают себя в купальниках, в выгодных ракурсах, на разных очень выгодных фонах. Но мы сейчас примерно то же самое делаем. Кто-то очень добрый даже повесил чехлы. Найс. Это он. Короче, мы сейчас попытаемся загрузить наши все рыболовные вещи. Здесь нет багажника, то есть здесь нет никакого отдельного отверстия, поэтому мы будем грузить все прямо в салон. И там сзади есть место для всякого барахла.
Значит, смотри, нижняя часть подтягивается первой. Просто тупо тянешь за веревочку, убеждаешься, что веревочки легли правильно, и закрываешь. В момент закрытия у вас появляется подстаканник и два зеленых сигнализатора. То есть это говорит о том, что нижняя залочилась. Видишь, здесь такие пины. Так. То есть вошло в пин. Окей? Верхнюю просто рукой подтягиваешь. Просто ее подтягиваешь и поворачиваешь. И у нас еще два сигнализатора зеленых, которые говорят о том, что дверка закрыта. То есть контур закрыт. Все. Окей? Теперь в обратную сторону выходим. В обратную сторону так просто ручку не поднимешь. Да? Ты должен подтянуть пул точнее. И только после этого она откроется. Окей? То есть здесь обратно. ничего особенного как бы нету. Просто следить, чтобы эти штуки были внутри, а не где-нибудь застряли, потому что здесь проходит система наддува кабины, когда мы наверх поднимаемся. И если прессуризация будет нарушена, то воздух будет просто уходить наружу. У нас не будет герметично. Что я не люблю в пайпере, реально, это залазить и вылазить. Я считаю, что пайпер мог бы кабинку сделать и пошире. Потому что это, конечно, какое-то извращение. Залезть сюда и отсюда выбраться — это просто беда. А если был бы кто-нибудь реально толстый, ну или, скажем так, большой по размеру, то он бы просто сюда не влез. То есть физическое упражнение надо сделать. Итак, у нас есть чек-листы. Я сделаю очень быстро. Cabin Pre-Flight. Empty seats, Windows clean. Papers на месте, все switches off. Все off. Control wheel, release restraint. Все работает. Parking brake set. Landing gear handle down. Battery switch on. Включаем батарею. Flaps extended. Выпускаем закрылки для того, чтобы их проверить снаружи. Pilot's emergency oxygen system on and verify. Проверено. Я проверю, это что у нас emergency battery работает. Мы выключаем, проверяем топливо на борту. У нас по 500 ЛБ, чтобы топлива более чем достаточно. Батарейка 24,3, это означает, что мы нормально для запуска. Батарея должна быть между 24 и 26 для запуска. Допускается запуск на 23,5, если жаркая погода, как сегодня. Температура у нас сегодня за бортом аж 28 градусов. На этом cabin тест закончен. Сейчас я сделаю emergency тест. Нужно убедиться, что при включенной аварийной электросистеме у нас работает PFD, и он у нас действительно работает. Все. Не хотел говорить сразу о минусах, но залазить и вылазить из Меридиана довольно проблематично. В том смысле, что он, конечно, тесноватый. Особенно с пилотского кресла наружу это прям... Я уже вспотел. Это антиобледенительная лампа. Она светит на крыло. Если образуется лед, то его можно визуально увидеть. Здесь мы смотрим уровень масла. Вот, собственно, волшебный двигатель PTSX, который дает нам, собственно, всю мощность. Здесь у нас находится компрессор кондиционера, а здесь у нас находится альтернейтор. И у них два ремня, которые нужно проверить их натяжение. Вот я проверяю их натяжение. Ремни нормальные. Общий осмотр состояния двигательного отсека, чтобы не было никаких подтеков, порванных трубок. Уровень масла у нас приличный. Можно будет долить в следующий раз, но в целом у нас все окей.
Тот самый emergency exit. В случае, если основную дверь заклинит, либо при аварийной посадке там пожар с той стороны, то выход через эту дверку на крыло. В принципе, все, я готов лететь на самом деле. Я все осмотрел. По самолету вопросов нет. Здесь есть, кстати, еще один кармашек. Это лючок для того, чтобы подключать внешнее питание. Это статик-порты. Здесь еще 3 штуки. Вообще на этом самолете 5 статик-портов. 1, 2, 3, 4 и 5 с той стороны. Это все для надежности. Это бэкап на бэкап на бэкап. Clear prop. Negative ground number 607 to Juliet, Penny and taxi to active Sierra. November 607 to Juliet, executive ground. Runway 9er, taxi B at Bravo, Echo. Verify information whiskey. Information whiskey on board, Bravo Echo to runway 9. Okay. Lever on beta, brakes checked, ping checked, flight instruments look good. Все PFD работают нормально. Осталось сделать engine run-up checklist. Оба включены, landing light включен. Что, мы летим на Key West? Ловить рыбу? Расстояние 131 миля. Мы пойдем вдоль берега. Пока рассмотреть красоты над островами. Как раз примерно 1 час. Tower, 3 Romeo, Are you ready? 6000, visual 9er. 143 Romeo Sierra, set a tire, continue inbound for runway 9er, traffic on position. Airspeed alive, 50. Executive Tower, Archer November 86, Papa Foxtrot. Number 50. 2 at 13 at Alpha, ready for takeoff. I'm 86, Papa Foxtrot, roger. Positive rate of climb. Up. Executive Tower, Cessna 5520 Lima, 10 miles northwest, with information whiskey, request for full stop. Want to make an 81, flight 0, runway 9er, clear for takeoff, 7 going to 4 miles on Sirius. Убираем закрылки. 19, we'll fly heading 290, want to make rate 81. Try to take off Lima, check, get your 1 o'clock in, 2 miles is the command in right now, and 1,000, you have a take? Looking for Charlie 6, Tango off Lima. Commander 68, Charlie, 2 departures off runway 9er, flying eastbound, and you're gonna, and just continue flying in the right down for 9er. Okay, roger. 7 inside, Tango off Lima. Tango off Lima, also to the session behind him, contact Miami departure. Stay over to Miami, Tango off Lima. Tango off Lima, if I haven't said it, contact Miami departure. Этот самолет, конечно, не предназначен для того, чтобы летать так низко. Речь не о том, а о том, что на такой высоте он потребляет 320 паундов в час. Это примерно 50 галлонов в час. То есть 200 баксов в час мы сейчас палим. Летим на высоте 700 футов. Это очень низко для этого самолета. У нас сейчас скорость 160. Стандартный режим работы двигателя. Сторг всего лишь 800. Это примерно 60% от номинала. Температура прекрасная. Пропеллер выдает нам 2000 оборотов. Он должен всегда выдавать нам 2000 оборотов, вне зависимости от того, какие настройки мы делаем по мощности. Номинальная процент оборотов турбины 85%. Все прекрасно. Здесь у нас управление прессуризацией, то есть накачка кабины, герметизация кабины, по-русски говоря.
У нас выключена сейчас полностью герметизация, потому что мы летим очень низко, и нам этого не надо. Вот когда мы полетим обратно, мы включим герметизацию на полную, полезем на эшелон 280 и там протестируем все для этого самолета в боевых условиях наверху. А сейчас мы типа делаем такой обзорный полет, как будто бы если бы вы с семьей решили полететь вдоль берега, просто потусоваться. Расход топлива при этом у нас сейчас составляет 333 паунда в час. Чтобы перевести в галлоны, нужно разделить на 6,7. 6.7. Ну, грубо, если мы разделим на 7, 340 разделить на 7, это будет примерно 50. То есть мы сейчас где-то жрем 48-50 галлонов. 48-50 галлонов это многовато для этого двигателя. А мы будем жрать гораздо меньше, когда мы полезем наверх. Наверху мы будем жрать где-то 40, может быть 38, то есть на процент от 20 ниже. Это существенно. Двигатель здесь стоит PTSX 42A. Это Pratt & Whitney, самый распространенный движок, который ставится и на турбопропы, практически на все. Они стоят и на пилатусах, и на кенгейрах, просто отличаются второй и третьей цифрой.